Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, Одноклассники и ВКонтакте. Сегодня разбор узора. Вот такой нежный, прям нежный узорчик. Представьте, если связать его из, допустим, какой-нибудь тонкой ангорки и вот такой шарфик на осень, как идею. А может быть жилет. Узор очень симпатичный. Он у меня где-то уже был, но я решила повторить. Потому что узоры приходят и уходят быстро, в памяти не остаются. Поэтому я решила напомнить, что вот такой симпатичный узор можно на осень связать и куда-нибудь применить. Давайте еще раз посмотрим, как он вяжется, и подумаем, что связать таким узором. Для того, чтобы связать узорчик, я набрала воздушные петли и первый ряд провязала столбиками с одним накидом, чтобы не утомлять вас, да? 2 воздушные петли вяжем, во второй столбик с накидом и еще столбик с накидом. Узор на самом деле простой, и он уже где-то у меня мелькал, но вот я решила его вспомнить, потому что для осени, для какого-нибудь жилета узорчик очень хороший. Итак, у нас 4 столбика, петля Соломона. Смотрите, вытягиваем петельку, накид, вернее, проводим в петлю, между петлей и накидом делаем накид, и вот его-то провязываем вот таким образом. Вот. Это у нас петля Соломона. Отсчитываем 1, 2, 3 в четвертый столбик без накида и 2 петли Соломона, 1 и 2. Этот ряд у нас будет петли Соломона. В самом начале, в самом конце будет 1 петелька, а потом будет 2. Отсчитываем 1, 2, 3, 4 в 5 столбик без накида. Вот наши 2 петельки. И опять вытягиваем, провязываем, вытягиваем, провязываем. Обязательно попробуйте, кто еще не пробовал. Там очень интересные петли. 1, 2, 3, 4 в 5 столбик без накида. То есть 2 петелечки связали, потом закрепили. Опять 2 связали, закрепили. Вытягиваем примерно на сантиметр, не надо больше. Вот, сантиметр вытянули. 1, 2, 3, 4 и в 5 столбик без накида. Вяжем так до конца ряда. Провязали вот так вот первый рядочек. Давайте посчитаем раппорт узора. У нас получается 9 столбиков. Вот, 2 петли Соломона, раппорт узора. В самом конце у нас 1 петля Соломона идет. 1, 2, 3, 4 пропускаем и 4 столбика. Тот остаток, который не остался, он по большому счету и не нужен. Перейдем на второй ряд. Второй ряд точно так же провязываем 2 воздушные петельки и еще столбики с одним накидом. Если вязать жилет, можно для планочки связать больше столбиков. Может не 4, может больше. Теперь что мы делаем? Смотрите, опять у нас петля Соломона 1. И у нас еще 2 петля Соломона. Сейчас еще разочек. Петля Соломона 1. И еще 2 петли Соломона. Закрепляемся. Внизу пропускаем 1, 2 в центр из 2 петель Соломона. Петли Соломона, как правило, часто образуют вот такие ромбы. Симпатичные. Теперь начинаем вязать. 1, 2, 3 воздушные петли. И за петлю Соломона вытягиваем петельку, провязываем. Это вытянутая петля. Столбик 1, 2 и 3. 3 вытянутые петли. Провязали. Закрепили. Опять же вот у нас 2 петли Соломона за верхушку, за центр. Вот такой узор. Теперь 2 петли Соломона. Чередуем 2 петли Соломона,
и столбики вытянутые. 2 петли внизу, 1, 2 пропустили, верхушечку столбик без накида провязали. Вот так должно получиться. Ромбик и узор. 1, 2, 3 воздушные петли, как в прошлый раз, и вытянутая петля. 1, провязали столбик, 2 провязали столбик, 3. Столбик без накида, верхушечку. Вот. 2 петли Соломона. Провязываем 1 и 2. Внизу пропускаем 1, 2, верхушку вяжем. Вот, что у нас должно получиться. И в самом конце обязательно, да, у нас вот должно оставаться 2 петельки Соломона, как в самом начале, так в самом конце. 2 петли провязываем и наши столбики завершающие. Вот. Сейчас я посчитаю петли Соломона, сколько должно их быть, парные и непарные, чтобы узор состоялся. Две воздушные петли развернулись. Так, давайте посчитаем. Получается у нас начало. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 у нас должно быть четное количество парных петель Соломона и 1 петля и 1 петля. 6. Чтобы четное количество, в общем, чтобы понимать. Вяжем петлю Соломона. Одну. И закрепляемся в центр из 2 петель Соломона. Столбик без накида. Теперь смотрите, наша задача провязать столбики. 3 воздушные петли, вытянутая петля, 1, 2, 3. И вот наши все столбики. После того, как все столбики вытянутые закончились, там, где у нас воздушные были, мы вяжем столбик без накида. Вот такой узорчик закрепляем. Вяжем 1, 2, 3. И за цепочку из воздушных петель, которая у нас была, вяжем наши столбики. 3. Закрепляемся там, где у нас ромбик. Вот у нас получается вот такой узор. И опять вяжем столбики. То есть в этом ряду у нас все время будут столбики. 3. Такой рядочек. Только в самом начале и в самом конце по 1 петле Соломона. Так, ниточка у нас здесь почему-то. Ну ладно. Закрепляемся. 1, 2, 3. И еще вытянутые петли. То есть здесь как бы логически идем и вяжем все наши столбики. Вот. Что должно получиться. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Узор повторяющийся, легко запоминается, но мне понравилось сочетание именно столбиков и петель Соломона. Так как я петли Соломона очень нежно люблю, я всегда такие узоры выискиваю.
И в самом конце, помните, да, у нас петля Соломона. Петля Соломона и столбики самые начальные с одним накидом мы провязываем, как, допустим, планочка, если это будет жилет. Две воздушные на повороте вяжем. Они аккуратнее смотрятся, чем 3. Поэтому всегда первый столбик вяжем укороченный. Теперь мы повторяем второй ряд. Здесь идет только повтор. Основу мы связали. Во-первых, набрали столбики. Первый ряд провязали петли Соломона, задали тон, так сказать, узору. И теперь наша задача повторять первый ряд и второй. Первый и второй. Вот мы сейчас с вами повторяем первый ряд. Петля Соломона у нас идет. Одна и вторая. Там было 2 петли, помните, у нас 2 петли. Пропускаем вот внизу как бы тоже одна петля и вторая. Крепимся за угол первого нашего квадратика. 2, 3. И довязываем наш узор. 1, 2, 3. Вот. Наш узор, наша цель — это квадрат. Или даже ромбик. Ромбик и петли Соломона. Ромбик и петли Соломона. 2 петли Соломона. Чередуем ромбик и 2 петли Соломона. Внизу пропускаем 1, 2. Довязываем ромбик. 1, 2, 3. Вот что у нас получается. 2 петли Соломона, довязали ромбик. 2 петли Соломона, довязали ромбик. Если ромбик довязали, значит 2 петли Соломона. Чередуем. Один, два, 3. 2 петли довязали, значит у нас довязывание ромба идет. Вот наш узор. Я немножко ошиблась. Я сказала, что раппорт узора 2 рядочка, все-таки 3. Мы начинаем сейчас точно так же, как вязали самый первый ряд петли Соломона. А потом уже повтор. Петли Соломона. 1 петля Соломона. Самый первый ряд вспоминаем. В центр столбик без накида. 2 петли Соломона. 1, 2. В вершинку нашего ромбика столбик без накида. 2 петли Соломона. Там, где у нас центр, столбик без накида. Вот такая красота получается. Мне прям очень нравится. Прям очень-очень люблю петли Соломона. И продолжаем вязать 2 петли Соломона. Чередуем. Мы закрепляем вершинку ромбика и 2 петли Соломона в центр петель Соломона. Вот сюда. Вот. И получаем вот такую несказанную красоту. Следующий ряд абсолютно повторяем второй и третий. Угу. А потом опять набираем первый, второй, третий, даже четвертый, что-то я сегодня со счетом у меня, да? Первый — это у нас петли Соломона, второй — это 1 квадратик, первый, второй, третий — это 2 квадратика, четвертый — это 1 квадратик и петли Соломона. Все, 4 рядочка. 4 рядочка. Повторяем по видео, все понятно, как я это вязала.
Связали 4-й ряд петли Соломона и начинаем заново. Мне кажется, очень красиво, очень интересно. Надеюсь, понятно. Петли Соломона чередуем с квадратиками. 1, 2, 1. И петли Соломона. Потом 1, 2, 1. Напишите в комментариях, как вам узорчик. Мне прям зашел. Красота. Мне кажется, вот жилетик бы такой на осень связать. А можно даже шарфик. Такой красивый, да? Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Смотрим, вяжем вместе со мной. И обязательно пишем комментарии. Прям обязательно. До новых встреч!